Забавно, как все это время Konami долго отмалчивались по поводу обновления 2.2.0 и его содержимого. И именно за несколько дней до релиза обновления они поделились информацией, что же стоит ожидать в игре. Таким образом, вчера мы познакомились с онлайн-контентом, который ожидается в игре после второго сезона, а уже сегодня на официальном сайте игры появилась другая информация касаемо остального контента и изменения в игровом процессе, что и предлагаю обсудить в рамках данного ролика. Приветствую вас всех на канале Realistic PES. Как и всегда, устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своими лайками и комментариями, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы приступаем к обсуждению нововведений в eFootball. Если же кому-то самостоятельно захочется ознакомиться со всеми нововведениями, которые ожидаются в игре после обновления, то ссылка на официальный сайт Konami будет ожидать вас в описании. Повторюсь, там не только информация касаемо нового контента, но и всех изменений в геймплее, потому что очевидно, что всех их мы в ролике не затронем, но так или иначе. Итак, начнем с контента, о котором рассуждали уже ранее, соответственно, в предыдущем ролике. После обновления в eFootball ожидается пропуск на матч, а если быть точным, то Match Pass, аналог Battle Pass, который мы обсуждали буквально вот в предыдущем ролике. Также упоминается новый способ подписания игроков, а в частности, мандаты обычного игрока. Если честно, не до конца понятно, что они себя представляют и заменят ли они в целом трансферный рынок обычных игроков, поэтому узнаем уже в ближайшее время. Также упоминается всевозможное разнообразие в ивентах, которые ожидается после начала второго сезона. Для новичков будут добавлены дебютные задания, которые помогут познакомиться с eFootball получше и заработать побольше наград. И упоминается, что будет добавлено больше фильтров для списка обычных игроков. То есть, опять же, скорее всего, трансферный рынок сохранится, просто добавятся какие-то мандаты обычных игроков. Что касаемо другого контента, о котором мы рассуждали еще раньше, будет добавлено только два новых стадиона, а в частности стадион сборной Англии — это Уэмбли, и U-Power Stadium, то есть домашний стадион итальянской Монцы. Ну и после обновления до версии 2.2.0 обновится мелкая графика, например, фотографии игроков, тренеров, формы, графика стадиона, рекламные щиты вдоль полей, фоновые экраны для пресс-конференций у партнерских команд обновятся и добавятся новые бутсы, обновятся реплики у комментаторов, добавятся государственные гимны, видеоролики, кат-сцены, фотографии и так далее. И по сути это весь контент, который ожидает игроков без учета онлайна. Поэтому на что-то больше, что не присутствует в рамках этого списка, рассчитывать не приходится. Довольны ли вы всем тем, что здесь упомянуто, или же ждали чего-то большего, пишите в комментариях. Но это далеко не все содержание этих статей, потому что они разделены на целых 3 части, и вот уже вся оставшаяся часть этих статей посвящена обновлению игрового процесса. Первое, о чем упоминается, это о дриблинге. По сути, чего-то нового здесь не наблюдается. По большей части все представленные пункты — это изменения уже присутствующих в игре проблем или просто некорректных анимаций. В частности, например, обещают исправить ошибки между переключением во время дриблинга и рывка, когда игроки банально не успевают остановиться при быстром дриблинге. Обещают исправить инерцию, неоправданное столкновение игроков, и в целом игроки должны стать чуть более мобильнее, нежели это было раньше. Что не менее важно, так это пасы, поскольку одна из проблем eFootball — это передачи, которые в игре на самом деле куда медленнее, чем сами игроки. И в частности, Konami обещают исправить это недоразумение. Также они обещают, что пасы будут более корректными, ведь если вы играете в eFootball регулярно, то вы замечаете, что иногда пасы буквально идут куда-то не туда, и происходит это довольно часто по ходу игрового процесса, из-за чего передачи в этой игре приобретают эффект рандома. И если довериться обещаниям Konami, вроде как все это планируется исправить после обновления. Касаемо ударов отметить нечего, потому что здесь упоминаются удары по нисходящей, удары в движении, разве что удары по пустым воротам, потому что бывало нередко такое, когда, оказавшись в выгодной ситуации, опять же перед пустыми воротами, игрок мог банально промахнуться. В этом же пресс-релизе Konami обещает, что подобного больше в игре быть не должно. Ну, посмотрим. Касаемо защиты, то разработчики упоминают, что теперь курсор должен работать чуть более корректно, и переключение при защите будет чуть более отзывчивым, нежели ранее, ну и в целом игроки должны более компактнее располагаться, компактнее и логичнее при угловых и так далее. Все, что упоминается в статье дальше, это ошибки, которые касаются движения футболистов по ходу матча, ну или распространенных ошибок, которые виднеются на той или иной платформе. В
Вкратце затронув движение футболистов, стоит отметить, что Konami обещает, что игроки станут двигаться чуть более, я не знаю, правильнее и не будут допускать ошибок, когда они забегали в офсайд, грубо говоря. Они должны открываться чуть более охотнее при игре в атаке, но и опять же они не будут торопиться забегать за линию защитников, чтобы в лишний раз не оказаться в офсайде, потому что такое нередко бывает, когда вроде выгодная позиция, но лишнее движение и ваш игрок уже в офсайде. Поэтому как-то так. Ну что, список изменений в игровом процессе более чем обнадеживающий и более чем обширный. Будем надеяться, что все эти изменения придут лишь к лучшему, потому что на данный момент игра вроде неплохая, но опять же имеет много моментов, которые в лишний раз мешают наслаждаться ею. Это опять же открывание игроков в атаке, пасы, которые идут иногда куда-то не туда, и много-много других проблем, которые Konami еще нужно исправить. Некоторые переживают, что баланс скорости после этого обновления изменится в худшую сторону, а если быть точным, то в сторону FIFA, и станет чуть более быстрым, нежели мы привыкли, но я думаю, что до этого дело не дойдет. Быстрее геймплей, чем сейчас, уж точно не станет. Ну а как думаете вы, дорогие друзья? Пишите в комментариях под этим роликом, что вы ожидаете от завтрашнего обновления, ведь файл обновления для eFootball выходит уже завтра, поэтому какие-никакие, но изменения мы сможем заценить уже в среду. А в четверг заценим онлайн-контент в рамках стрима на нашем канале. Поэтому, чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, подписывайтесь на наши соцсети, эти ссылки на которые присутствуют в описании, поддержите это видео своими лайками, в комментариях делитесь мнением, и все по традиции, как всегда. Я всех благодарю за просмотр этого ролика, всем удачи и до скорой встречи.